Замачивается, да? Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритьё. Сегодня постараюсь все провести в лайт режиме, без всяких крупных планов, потому что некоторые вещи вам уже знакомы, а некоторые, да можно и так камеру, наверное, показать, авось и видео покороче получится. Но вначале подведем итоги предыдущего видео, где в главной роли выступала плита 1/18 на станке старт. Ребята, плите быть, я уже понял, реально по кайфу. Да, она отличается от 1.1, поэтому как бы надо ее все-таки в позицию отдельную вывести. Думал о том, что, допустим, 1.1 убрать, оставить 1.18. Нет, это слишком разрыв будет. Я думаю, что 1.18 это будет для избранных, таких немного. А 1.1, если как аналог 41 головы, то 1.18, как много людей захотят на ней проверить свои стальные убеждения. Тут уже, видите, вопрос. Но как она побрила, мне понравилось. Во-первых, чисто, во-вторых, ну да, я тут гидролатиком пробежал, то есть все, ТДСом, кстати, спасибо, гидролат не фуфел, раз уж договорились о нем. Я видел там в 41-й бригаде пластали, что гидролат, не автошейв. Ребята, что такое автошейв? Если буквально перевести, это лосьон после бритья. Каким он будет там, спиртовым, не спиртовым, ну, вот воду из-под крана, ее тоже своего рода можно назвать автошейв. Ты если после бритья умылся водой, тебе в кайф, вот значит, что для тебя автошейв. Поэтому хочу сказать, что мне гидролат понравился. Я думаю, что и тем людям, которые не уважают алкоголь, которые его не переносят, у которых чувствительная кожа, это зайдет в первую очередь. Ну, сегодня что будет, тоже из гидролатной серии вы увидите. Так вот, после того, как на предыдущем видео, после плиты 1.18 я заполировал, не лавировал, да не вылавировал гидролатом. Там потом за кадром вы не видели, я все-таки взял, умылся и себя дежавюхой как забабашил. Ребята, было по кайфу. Но то, что удивило, вот этого аппарата все равно не было, а было где-то, ну, процентов 10-15 от обычного. Вот то, как я люблю. Так что этой голове быть. По мылу. Помыло вещь, помазок за помазок, вы и так все знаете, а поэтому, наверное, давайте переходить уже непосредственно к бритью. И я вам сейчас так коротенько все это представлю. Раз уже за гидролат поговорили, то повторю еще раз. Сегодня будет опять ТДС, но на этот раз Роза. У меня было всего два гидролата. Один вы уже видели, сейчас посмотрим на Розу. По Розе у меня есть вопросы, я вам скажу. То, что она увлажняет, удерживает, разглаживает морщины, ну, прям вообще, если через там неделю увидите тут пацана 18-летнего, не удивляйтесь, ребята. Питает кожу, сужает, укрепляет капилляры, нормализует обращение крови, улучшает тон, эластичность, мешки убирает. Блин, мы тут Розу по составным разбирали. Да, мешки нет, зачем? Ну, если потянет, то хорошо, то здорово. А вот тот вопрос, который у меня есть, помогает улучшить рост волос и бороться с перхотью. Вот это поворот. Но как бы дислокация это другая. Откуда на лице перхоть? То есть, если я правильно понимаю, ТДС еще не определилась, как оно позиционирует вот эту штуку. Или это лосьон все-таки после бритья, или это еще для чего-то как-то там, для того места, где еще и перхоть бывает. Но и улучшает рост волос. Ну, если на самом деле улучшает, ребята, те, у кого бородинка не растет, примите на заметку. И, возможно, это ваш случай, я не знаю. Мыло. Мыло сегодня будет, которое прислал Андрей Левченко. Украина, Таймлес. Это мыло делает киевская мастерица Елена. Да, Елена Лытын. Ссылок у меня нет, но я думаю, те хлопцы, которые живут в Украине, они прекрасно знают, где это взять, поэтому тут, наверное, без этого обойдемся и будем просто так сбивать. Помазок. Помазок сегодня китайский Yaqi. Тот самый Yaqi, который уже был на обзоре, лишний раз я вам его показывать не буду. Мне он понравился не только своей работой, но еще и своей ручкой. Она такую чернильную мгну галактическую такую нагнетает и прям, ну, красивый по кайфу. Годный инструмент за нормальные деньги, так что он уже тоже был. За камушек мой талисман вы тоже все знаете. Ну а бритовка сегодня будет Дамаск от Вячеслава.
Лягушка-путешественница, потому что я ее отправил вначале Урмасу. Урмас ей побрился, видео вы видели. Урмас ее отправил Андрею. Андрей ее принял как родную, посмотрел, составил о ней свое впечатление, мнение. Видео о его бритье и о бритье Урмаса я оставлю ссылку в описании под видео. Что мне понравилось в видео Андрея? За то, что он честный. Он честный. Он свой канал позиционирует как историко-просветительский. То есть он убивается по бритвам, он эти бритвы любит, он о них много знает, он переточил не одну сотню и умеет точить. Это тот человек, который в этом во всем разбирается, он понимает. И когда вот этот инструмент неоднозначный совершенно, потому что Вячеслав его позиционирует как Дамаск 2600 слоев, и что эти бритвы специально для тех, у кого жесткая щетина и обычные клинки не выдерживают, быстро тупятся. Так вот для таких людей он делает эти бритвы. А Андрей, невзирая на авторитет, вот возьми все, что думал, то и выложи. И после его видео мне эта бритва стала еще ближе, еще краше. Еще, да, несомненно, она не без недостатков, есть тут кое-какие залипухи, и он все это в видео рассказал. Но тем не менее, я еще больше захотел, и вот наконец-то она уже пришла, и теперь я смогу побриться, испытать на своей собственной шкуре, кто такой Андрей Левченко. Балабол, который всем втирает, или тот человек, который умеет точить. Я знаю, какая она уезжала. Я знаю, как она приехала к Урмасу. Я знаю, что мне сказал Урмас, что да, там было то-то, то-то, я ее подвел. После того, как она приехала к Андрею, Андрей сказал, что на кромку там до сих пор еще не вышли, и он ее перетачивал. Вот сейчас и узнаем, умеет ли точить Андрей Левченко и как она забрила. Да, и кстати, в одном из видео там про опасные бритвы новичок у нас тогда как раз выступал. Я махал тогда вот этим инструментом. И, секундочку. Вот. И говорил, вот я там, да-да-дам. И, кстати, с подачи Андрея, у него тоже есть видео на эту тему, я его, думаю, выложу. Да, что тянуть? Нет, отдельно лучше выложу, потому что мухи отдельно, котлеты отдельно. И после Андреева атата, он сказал, Вадим, ну как бы не жалко, конечно, делай, но все-таки поролон. Ты, говорит, вот об этом лучше подумай. Попробуй об салфеточку. Вот сегодня об салфеточку-то и будем пробовать. Он так берет просто бритовку, как надо ему снять, он так аккуратненько. И у него там какое-то энное количество вот этих недорогих бумажек и уходит. Ну что, заболтал, вижу. Давайте пену уже нет, стоп. Масел еще будет. Сегодня от Вячеслава, тоже Украина. Тот, который он сделал сам. Сейчас делаем все по-умному. Вначале мы его так нанесем, а уже потом, после, пока будем взбивать. Да что ты? Ну, он не капает. Ну, понятно, что. Пока будем взбивать мыло, масло пускай впитывается. А как пенку готовы сделать, компресс, ну и сразу бриться начнем. Ой, как оно пахнет, ребята. Вячеслав не зря туда добавил капельку бергамота. Оно кайфово. И хорошо, что я сейчас все решил сразу по фэншую сделать с самого начала. Масло у нас, кто не в курсе, новичков будет работать как пришейф. Оно сейчас питается в кожу, питается в волос. Там все свои вот эти вот необходимые хохоряшки пока будет отдавать. Ну а мы тем временем с вами займемся пока пеной. Мыло, ребята, мягкое, поэтому мы его как-то отдельно замачивать не будем. А сразу так просто намочим помазок, лишнее стряхнем, тырц, и посмотрим, что у нас получится. Пока получается красиво. У меня идея сейчас такая, чаши не будет. За счет того, что мы сильно встряхнули помазок, там не так уж и много влаги было. Мы сейчас с вами эту синтетику загрузим мылом. Воды сейчас добавлять не будем, в чаши сбивать не будем, а уже все необходимые действия проведем на лице.
там на лице уже по необходимости будем добавлять влаги. И помимо всего прочего, пока будем мыло до кондиции доводить, оно у нас будет везде аккуратненько распределяться и везде проникать туда, куда ему положено проникать. Ну все. Вот, видите, да? Вот. Опа. Америка и Европа. Ну-ка еще раз. Оп. Ну все, товарищ залипает. Поэтому еще вот так вот ловасенько еще капельку. Вот так вот все соберу. И вот с такой красотой мы сейчас с вами на лицо-то и пойдем. Сейчас пока на компрессе сидел, вот этот запах, ух. Елена умница, она туда хороший аромат подобрала и прям, это вот уберите всякую химозу, поедьте куда-нибудь в Италию, в глубинку, возьмите вот нормальную бутылочку амаретто и откройте пробочку и понюхайте. Так вот вам завяжи глаза, а потом вот так вот перепутай и дай понюхать. И вы еще не факт, что разберетесь, где там мылом пахнет, а где вот из этой бутылочки. Вот такой запах, ребята, хороший, хороший. Ну все, да, я не случайно сделал все это так вот крупным планом, потому что я на фокус поставил. Мы мне там волшебных пиндюлей надавали, что там, вот там плитку разглядывать. Теперь у фокуса нет выбора, он знает, куда ему наводиться. Я тут по центру буду маячить, вот и все. Должно все получиться. Запах хороший, хороший. Пена хороша, но несомненно она гораздо более плотная и сухая, нежели я хотел бы. Поэтому сейчас мы ее вот так вот маленечко распределим. И после этого уже начну водички добавлять с одной стороны, с другой стороны. Вот. Ну, парни, я думаю, что вот по внешнему виду вот этого благолепия, что на лице, вы уже, наверное, сами догадались, что Елена тот человек, который знает, что она делает. Со слов Андрея, я знаю, что он уже несколько лет покупает у него мыло, но я понимаю почему. Все, пожалуй, хватит. Больше воды добавлять не буду. Тикс. Сейчас салфеточку себе возьму, чтобы руки вытирать, чтобы сухие были. Вернулась. Блин, если бы у него как в паспорте штампы ставили, сейчас бы здесь уже ставила Россия, Эстония, Украина. Ну что, с Богом. Посмотрим, что там у Андрюхи получилось. Парни, сейчас вот я только две вещи могу сказать. Первое, да, Андрей умеет точить, да, он не балабол. И второе, если он это называл агрессивным резом, тогда что есть мягкий? Он-то я понимаю, что я сейчас еще в позиции, он мало глупо, не видал больших хороших бритв, что, ну, я просто не видел еще этого мягкого реза. Да, возможно. Ну, парни, вот то, что я сейчас чувствую, это прям, ну, с тем, что было раньше, вообще это небо и земля, совершенно. От слова, это антиподы, вот вообще.
Ну, сейчас она действительно просто снимает. Просто снимает. Вот как в принципе бритва-то и должна. Музыкалочку такую прям тут прям во всю Ивановскую. Ну да, салфетка работает. И тут Андрей был прав. Эх, каким хрустом она все это снимает. Я не знаю, возможно, может это и неправильно, возможно, так и не должно быть. Но мне нравится, реально нравится. Так, что-то я неправильно делаю. Ну вот, один слой, одна салфетка. Дринь, 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 дринь. Пора озаботиться вторым слоем. Мыло изрядно на лице. Так, сразу еще водички добавлю. Я думаю, вот это мыло в первую очередь смогли бы по достоинству заценить все те, кто обожает запах челла. Потому что там этот элемент присутствует также, но он там несколько в гипертрофированном виде, и из-за этого не каждый его может на дух перенести. Есть люди, которым он реально по кайфу, а есть люди, которым, ну, знаете, так бы, ну не то чтобы фи-фи-фи, а возможно и фи-фи-фи, но не очень нравится, вот так. То здесь самый отборный, самый шикарный, самый такой вот, ну только что не поджаренный, такой, знаете, коронованный миндаль, вот здесь вот сейчас.
Даже сам не заметил, как себя маленечко там цепанул. Мне нравится спокойствие Будулая. Как он так спокойно, уверен. Ну да, это опыт за плечами, там уверенность такая. Но он как-то, знаете, так вот спокойно, выверено. Вот так правильно, мне кажется. Так, что-то тут надо все-таки, наверное, уже убрать слегонца. Все-таки с водичкой-то я не угадал, суховато чуть-чуть. Угу. Position number 2. Что в переводе с финского. Давайте бриться дальше. Вторую позицию мы уже добрили. Протру, чтобы оно так вот прям никак. Второй проход, вторая салфетка. Для тех, кто вдруг надумает так, как советовал Андрей Левченко, так наверняка еще многие делают. Но вот сегодня попробовал я. Один проход, одна салфетка. То есть как бы невосполнимые потери есть. Да, несомненно. Но, как говорится в народной мудрости, неприятности эту мы переживем. Сколько тут мыла.
Ну, вот так вот, наверное, да? Не пойму, то ли мыла не хватает, то ли... Андрюх, зря я тебя послушал. Ну, в смысле, не зря, конечно, но надо было все-таки перед бритьем на ремешке-то пройти. Ну, мне так кажется. Вот сейчас тут такое ощущение, что в некоторых местах щетина сопротивляется, и шо, все, и шо. А может, влаги не хватает. Так. А это что такое? Блин. Увозюкался салфеткой в этом. Ну вот. Заметили, да? То есть чуть-чуть все-таки упирается, и при всем при том я чувствую, что выбрал это хорошо.
Ну и что мы тут имеем? Вот тут мы имеем. Блин, дурак, без воды брился, вот сейчас по воде так, тут мыло от Елены дофига осталось, оно так шикарно идет. Ну вот и все, хлопцы. Побрился. Ну а теперь компресс и автошейвимся. Не знаю, почему-то в голове застрял запах мыла. Ну прям разительный. Да и мыло, честно сказать, понравилось. Только мне бы научиться его еще по балансу воды контролировать. Потому что, как в конце только понял, лучше всего мне было бы там влаги-то побольше держать. А у меня получилось, что я его пересушил. Хуже оно от этого брить не стало, просто частенько бритва притормаживала, то есть залипала. Но не только по вине мыла. Еще вот в этих вот местах, и вот здесь вот. Может быть, помните, когда на третьем проходе уже пытался идти, и она в волос упиралась. Вот тут для меня загадка. С одной стороны, бритва реально выточена, она реально острая. Почему она здесь упиралась? Если я чуть-чуть себе пальцем помогал, то все шло. Ну, так не делается, я знаю, но это вот что-то интуитивно. Другие бритвы-то шли, а это нет. Почему? Из-за мыла? Да нет, не думаю. Может быть, из-за моих рук? Фиг его знает. Ну, как бы там ни было, ребят, побрился хорошо. Ну, шея у меня во всей красе, а все остальное, ребята, хорошо. Вы знаете, я, наверное, даже уже больше не буду в комментариях отвечать: Вадим, нафиг тебе эта опаска, там, тарам-дарам, там, вон иди с техами, не твое, ну зачем ты туда лезешь? Ну хочется, вот из-за этого, из-за того, как бреют опаски. Я сейчас всего лишь в самом начале этого пути. Сейчас мне предстоит лишь разобраться во всем этом. Все хором вокруг кричат, что Дамаск бреет жестко, агрессивно. После того, как вытащил ее Андрей, ну, жестковато, да, можно сказать, но не жестко. И мне это реально нравится. Я еще даже не знаю, как бритвы бреют средне. Я даже не знаю, как бритвы бреют мягко. Я даже вообще еще ни хрена не знаю. А это же целый мир. И он гораздо старше, чем тэшки, потому что они появились раньше. Здесь своя иерархия, свои любимчики, свои фавориты, свои интриги там вот эти подковерные. Там, ну да, как вы думали, не без этого? Да, есть. Ну, не знаю, ну, должны быть, по крайней мере. Не может быть, чтобы не было. То есть это отдельный мир. Если так, в большом глобальном смысле. А если в маленьком, таком сермяжном, персональном, да вот из-за этого. Можно ли так выбриться станком? Ну да. Я так выбриваюсь 41-й, я так выбриваюсь, вот 1.18 я так выбрился. Почти. Но все-таки клинок это другое. Заморочек, да, больше. Ну, согласен. Но это лишь поначалу. Это надо найти, выбрать хорошую бритву. Ремень обязательно нужен. Обязательно, чтобы твоя опаска была с хорошей заточкой. Обязательно. От мастера, подобного вот Андрею Левченко. Если она не будет заточена, ну, одни мучения тебя ждут, и тьфу-тьфу через плечо скажешь: да нафиг вот это, вот. То есть вот. Но если ты через все это прошел, если у тебя на руках годно выточенный инструмент, если у тебя есть ремешок, и ты одержим дойти это все путь до конца, то на финише тебя ждет, парень, ждет. Вот если бы ты тот самый человек, то вот и те самые люди, кто говорит: да нафиг тебе, зачем ты туда лезешь, зачем ты это делаешь, не твое, уйди, все. Вот хотя бы один из вас прошел бы этот путь, вот тогда бы я тебя послушал, что вы напишите в комментариях.
Но пока, ребята, вы же далеки от этого, вы же не знаете, что это такое. И не знаете, вы пока твердо знаете, что вам это нафиг не надо. Вы не знаете почему. Ну, может быть, знаете, боитесь заморочек этих, но не говорите, по крайней мере. Но вот если бы вы прошли, поняли бы вот этот цимус, вот тогда бы вот мы с вами поговорили. Ну и гидролат розы. Так, сейчас если вот так попрет, это значит растут волосы. Сильно нет, не пугайтесь. Угу. Ой, ребята, как хорошо розой пахнет. Кстати, здесь дозатор хорошо работает. Там вот так струей бил. Ну, в смысле так, знаете, вот так вот. А здесь вот так вот. Ну, пока ничего не отросло. Но я чувствую, как уходят мешки, натягивается шкурка, отрастает. В общем, хорошо на душе. Как-то так примерно. Ну, посмотрим, что будет. Ну, в принципе-то с гидролатами от TDS я успел ознакомиться на предыдущем обзоре. Впечатление составил, как будет работать этот, посмотрим. У него несколько иной состав, у него несколько иное действие. Он несколько на другие цели назначен. Ну, в смысле, делался под другое. Но, тем не менее, после бритья водичка – это одна из его функций. Судя по тому, что там про рост волос и перхоть написано было, скорее всего, каким-то боком его еще можно применять здесь на голове. Для пурка я еще пока не разобрался, не применял. Но на лице, ну вот уже та липкость, которая говорит, что ну, где-то через полминуты-минуту ее не останется на лице. Вот так вот прогресс идет примерно. Хорошо. А запах, чем он мне понравился, это, понимаете, не та массированная, не та мощь красной розы от Вулфикса, а запах розового варенья. Вот там есть запах, как вот роза, как вот изнутри. Не вот эта внешняя аура, которая яркая, броская, а вот та внутренняя. И когда ты покупаешь баночку варенья из лепестков роз, ты кушаешь, банку открываешь, и вот оттуда тот запах идет, вот тот, который сейчас я почувствовал. Вот он мне очень импонирует, очень приятен. Ну и варенье, конечно, люблю тоже, не без этого. Хорошая штука. Ну, все, высохло. Высохло. Ну вот, где-то краснота, я вас спрашиваю. Видите, уже так тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Он как-то пятнами так локализует, убирает. Посмотрим, что к концу обзора будет. Мыло. Ой, это я крышку не закрутил. Так. Мыло. Андрей, хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что дал возможность познакомиться с мылом мастера Елены Лытын. При случае, если вдруг у тебя будет такая оказия, обязательно передавай ей огромное спасибо и приветы, потому что это тот человек, который знает, что он делает. А что же он делает? Мыло с великолепным запахом – это то, что вас встретит. И продолжите вы знакомство путем того, что вы получите шикарную, великолепную пену. Консистенция у нее такая, что на нее не только стыдно смотреть и брить, ее не стыдно фотографировать на рекламных журналах, обложках. Скольжение по скольжению, ребята, ну вы сами все видели. Некоторые залипуха с водой, но это не залипуха, это моя непривычка. Потому что я не научился держать баланс. Как добиться такой консистенции, чтобы на протяжении всего прохода у меня на лице было именно то, что я хочу. Вот сейчас сам для себя понимаю, что мне надо было чуточку больше воды добавить, и тогда вот как раз бы то и получилось. Ну а так в процессе бритья мне приходилось на помазок добавлять и еще раз разбавлять, да и все. По скольжению отлично. Экономичность. Ну, ребята, о чем мы говорим? Я при вас на камеру загрузил помазок несколькими легкими движениями, а потом лишь просто добавляли воды, разбавляли, и вот на 3 прохода нам хватило, да там еще и осталось, и прилично осталось. Я больше чем уверен, что Елена давно уже делает это. Это не работа новичка, это работа мастера, действительно. Это вот так вот с первого раза, что пумс, вот так и получилось. Но это или какой-то дар надо иметь, или очень мощную серьезную подготовку и предварительную работу, во время которой у тебя все отрицательные пробы были отсеяны, а потом по итогу ты получил то, что получил, и вот это вот зернышко, вот эта жемчужина родилась из раковины неудач. То есть, ну вот, ребята, кто может дотянуться до такого мыла, дотянитесь, не пожалеете, точно.
Точно хорошая штука. Жалко, ссылки нет. Была бы ссылка, я под видео разместил бы, чтобы каждый мог зайти и просто посмотреть, где такие штуки дают. Вещь, однозначно вещь. Помазок за помазок, что говорить. Он старый, добрый, проверенный, недорогой, бюджетный, рабочий, хороший, приятный, не упругий, не сопля. Он нечто такое среднее, работает во всех режимах и в принципе-то очень. Вот сейчас вот у меня вот вообще нифига ничего нет. Он такую колонка включил, знаете, такой прям. Это вот, это не шуба из норки, это вот, парни, какой там самый мягкий мех? Вот этот вот. Я бы сравнил это с животиком моих сомалей. У меня кошки породы сомали, и вот у них животик такой оранжевый, вот она когда вот, или он хорошо, он так, пузень вот такой, и вот у них на животике вот такой вот нежный. У них вообще шерсть шелковая. Клинок. Более подробно, чем об этом клинке сказал Андрей, я, конечно же, сказать не смогу. То, что я сейчас могу засвидетельствовать сам своей шкурой, это то, что он брить стал совсем по-другому. Если в разах, ну, может быть, раза в 2-3 лучше, чем это было. Если раньше это был шкряб, сейчас шкряба никакого нет, я просто веду, щетина снимается, мне это нравится, по кайфу, пока для меня это, ну, прям хорошо, но не без вопросов. Вопросы у меня все-таки остались вот в этих местах, что у меня тут было не так, почему, когда я вел на третий проход, это все не собиралось, как вот так просто вел и все. А все-таки мне приходилось там что-то подтыркивать ее, иногда самой рукой, иногда пальцем снизу. Ну, по-моему, это неправильно, по-моему, так не должно быть. И это несмотря на то, что точил Левченко Андрей. Но я эту бритву, вот как она пришла с посылки, ремня она не видела. Несмотря на то, что у меня был дичайший соблазн зайти на Андрюхин ремень, потому что видели, он какого красавца мне прислал. Если не видели, распаковку посмотрите. Ну или в следующем видео по бритью, когда будет с опаской, я обязательно его покажу. Потому что ну там ремень. Не, ну не Накаяма, конечно. Но я думаю, что если у Андрея были бы исходники, как вот, допустим, японцы берут, да? Ну, он бы что-то такое смастырил бы. Ну, по крайней мере, понравился, ребята, понравился. Так вот, ремня она не видела. Я ее как с коробки вытащил, так сразу, возможно, это была моя ошибка, не надо было этого делать. Но я это сделал только потому, что Андрей сказал, будешь править, поправи, говорит, ну раз 10, по 5 раз на сторону. А может, говорит, вообще не править, она уже выточена. Ну вот я по второму варианту отработал. Возможно, это была моя ошибка. Ну а на этом... Не, гидролат тема, реальная тема. А на этом давайте прощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. И, ребята, не будьте скоры на приговор, на суждение. Я думаю, что во многих вещах, которые в нашей жизни происходят, скорый суд это не есть гуд. Я думаю, что вот постараться разобраться в сути того, что происходит, позитивное, негативное, неважно какое, а потом выносить свое решение, вот это, наверное, все-таки верный вариант. Сам не всегда так поступаю, о чем потом жалею, но хотя бы сказать об этом могу, потому что сам к этому стремлюсь. Возможно, это кого-то вот в эту минуту прямо сейчас и тормознет, который он пошел там ипотеку, допустим, брать или там куда-то на биржу играть, а ему стоять куда, бабки понес, дом, и вот человека спас. Шучу. Ну все, давайте, до новых встреч. С вами был я, Вадим. Пока-пока. Подписывайтесь на канал.